Все мы знаем, что в Америке очень сложно обойтись без машины, особенно если вы не живете в таких мегаполисах, как Нью-Йорк, Чикаго. Поэтому получение водительских прав – это одно из самых важных и первых дел, которое нужно сделать сразу после переезда в Штаты. В этом видео мы поговорим про этапы получения водительских прав, обсудим сдачу экзаменов, оформление документов и, конечно же, стоимость. Также я поделюсь своим опытом и расскажу, с какими трудностями столкнулась лично я. Вы на канале American Bulka, и мы начинаем. Ребята, оговорюсь сразу, что в каждом штате правила и процедуры могут немного отличаться, поэтому имейте в виду и уточняйте непосредственно в своем штате. Я нахожусь в штате Вашингтон, поэтому информация будет особо актуальна именно для штата Вашингтон. Начнем мы с вопроса, сколько можно ездить по иностранным правам. Вы, когда переезжаете в США, имеете какое-то количество времени ездить, используя именно права своей страны. В большинстве штатов, в том числе и в штате Вашингтон, если вы здесь временно находитесь, например, по студенческой или туристической визе, то вы имеете право пользоваться своими правами 12 месяцев. Но если вы становитесь резидентом штата, то вам нужно в более короткий срок оформить местные права. Например, в штате Вашингтон у вас есть 30 дней для оформления. Для этого вам нужно сдать экзамен, который состоит из двух частей – теоретической части и практической части. И, пожалуйста, не будьте излишне самоуверенными, уделите какое-то время на изучение местных правил. В США действительно правила дорожного движения, они отличаются, есть свои особенности. Например, разрешен поворот направо на красный сигнал светофора. Правда, не во всех штатах и со своими особенностями. Или, например, есть знаменитый знак Stop Away. Я его называю «Кто первый, того и тапки». Кроме того, что вы будете более комфортно чувствовать себя при сдаче экзамена, вы будете в том числе безопасны для окружающих на дороге и сэкономите при этом на пересдаче. Первая часть экзамена – это теоретическая. Здесь проверяются ваши знания правил дорожного движения, знаков, того, как необходимо вести себя на дороге. Для того, чтобы подготовиться к экзамену, есть различные ресурсы. Это можно сделать онлайн. Например, есть такой сайт dmv.org. Там можно открыть бесплатные тесты и практиковаться. Также есть приложение. Все ссылки на эти ресурсы я укажу в описании к этому видео. Он вообще состоит из 40 вопросов. И чтобы его сдать, вам нужно правильно ответить на 32. На данный момент существует возможность сдачи этого теста на различных языках, не только на английском. Например, его можно сдать на русском или на украинском. Как я вам уже говорила, я пыталась его сдать именно на английском языке. Геройствовала и благополучно его завалила. За месяц я не смогла подтянуть свой английский до такого уровня, чтобы сдавать именно экзамены в Штатах. По факту я просто не понимала вопросы, не понимала варианты ответов. В общем, не геройствуйте, пожалуйста, как я. Если есть возможность, сдавайте именно на своем родном языке. Только перед этим конкретной локации уточняйте, есть ли такая возможность. Я сдавала все тесты в автошколе, которая называется 911 Driving School. На данный момент сдача теоретического теста там стоит $30, пересдача стоит $10, но на пересдачу там есть ограничения, то есть не больше 3 раз в день вы можете пересдавать этот тест. Следующий этап экзаменов – это практическая часть. В целом экзаменатор оценивает то, как правильно вы совершаете различные маневры, перестроения, повороты, соблюдение скоростного режима и прочее. Я вам сейчас на экран выведу именно перечень того, что оценивается при сдаче экзамена. Вы можете готовиться к экзамену самостоятельно или с инструктором. Во время сдачи экзамена вас оценивают по 100-бальной шкале. Чтобы сдать практическую часть, вам нужно набрать 80 баллов из 100. У меня была целая схема по поводу того, как сдать этот практический тест. Сначала я готовилась, практиковалась на пустой парковке. У меня были права моей страны, и, соответственно, по ним я могла ездить 30 дней. Затем началось самое интересное. Потому что если теоретический тест вы можете сдать на русском языке, то практический тест нельзя. Ну как нельзя? Очень сложно найти русскоговорящего экзаменатора. А переводчика с собой в машину взять нельзя.
Я сначала потренировалась на парковке, потом я записалась на урок вождения к инструктору, у которого я потом планировала сдавать этот экзамен. На него, кстати, я взяла свою подругу, которая выступала в роли переводчика. Спасибо, Ксюша. За этот урок меня попросили сделать те элементы, которые спрашивают на экзамене, и я на слух примерно поняла, как это звучит на английском языке. Затем в автошколе есть такая опция взять сдачу с разогревом. Это означает, что сначала вы 40 минут ездите с инструктором, практикуетесь, а затем вы делаете финальный круг, во время которого непосредственно происходит самосдача экзамена. Я сделала этот пункт и, соответственно, уже успешно его сдала, меня даже похвалили, но я до сих пор помню о том, что обязательно, если знак стоп, нужно остановиться на этой стоп-линии, про себя просчитать до 3 и только потом поворачивать или двигаться дальше. Очень важно. В итоге сдача практического теста вышла мне дороговато, как раз из-за вот этих дополнительных занятий, но я считаю, что это был лучший вариант с учетом уровня моего английского на момент переезда. На сегодняшний момент сдать практику стоит $89, сдать практику с предварительным разогревом стоит $149, а часовой урок по вождению в этой автошколе стоит $99. Итого, чтобы сдать экзамены, только экзамены, уходит минимум $120, но, ребята, это еще не все траты. После успешной сдачи экзаменов вам необходимо подать документы на оформление водительских прав. В штате Вашингтон это удовольствие стоит $81, и для этого вам необходимо обратиться в офис DOL, Department of Licensing. Из интересных моментов, что дата окончания срока действия ваших прав – это не дата оформления плюс 5 лет, обычно права выдаются здесь на 5 лет, это дата вашего рождения, поэтому ожидайте такой сюрприз. Возможно, это сделано для того, чтобы люди запоминали о том, что к дате своего рождения нужно поменять права. Если у вас есть американские права, пожалуйста, посмотрите, проверьте дату окончания срока действия. Если она совпадает с датой вашего рождения или не совпадает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне интересно, это только в штате Вашингтон такое придумали или в целом по всей стране. Итого, минимально вам нужно $200, чтобы получить в Штатах местные водительские права. Я начала готовиться к экзаменам практически сразу после переезда. Для меня это был достаточно сложный процесс. Водить я умела. У меня был год вождения в Новосибирске, год вождения в Москве. Правда, перед переездом у меня был перерыв в 1 год, но не в этом была главная проблема. Проблема была в том, что я не знала английский. Да, я знала алфавит, знала некоторые слова, но этого было явно недостаточно. И именно незнание английского стало главной проблемой в получении водительских прав. Я решила учить все билеты, все на английском. Зубрила целый месяц, но все равно не чувствовала себя уверенной. Поэтому, если у вас есть возможность начать изучать язык заранее, то, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Тем более, что на данный момент это можно делать онлайн, вам не обязательно куда-либо ходить. Сразу после переезда я начала заниматься в школе Skyeng. Я уже упоминала это в своем прошлом видео. У меня была замечательная учительница Жанна из Канады. Мы занимались с ней 2 раза в неделю в течение года. Я не могла ходить в колледж здесь физически, потому что у меня был ребенок на руках, мне это было неудобно. Поэтому именно обучение онлайн стало для меня спасением. И когда я уже добралась через год в итоге до колледжа, уровень моего английского оценили на 4, то есть прогресс был достаточно большой. И если вы находитесь в подобной ситуации, либо просто ищете способ или платформу, на которой можно изучать английский язык, то я рекомендую вам Skyeng. Переходите, пожалуйста, по ссылочке в описании. И удачи вам в изучении английского языка и подготовке к экзаменам. А сейчас, ребята, немного пройдусь по процессу оформления. Вы собираете пакет документов и приезжаете в офис DOL, как я уже ранее говорила. Лучше сделать appointment, чтобы вам не ждать в очередях долгое время. Приносите пакет документов, там его сканируют, проверяют ваше зрение, фотографируют, вы платите там пошлину, и вам выдают такой документ о том, что ваши права сейчас находятся в процессе выпуска, и вы с этой бумажкой уже можете ездить спокойно по дорогам США. А ваши права будут отправлены вам именно по почте. Вообще удивительно, что в Америке очень важные документы, грин-карты, паспорта, права, social security number,
все это отправляется именно по почте. На списке документов я сильно останавливаться не буду, потому что это зависит от вашего официального статуса в стране. Но по факту вам нужен документ, который подтвердит вашу личность, вам нужен документ, который подтвердит, что вы сдали все экзамены, и подтверждение вашего адреса проживания. И все. Обычно за неделю-две права уже приезжают к вам домой. Ребят, если вы хотите, чтобы я сняла видео про особенности дорожного движения в Америке, то, пожалуйста, дайте мне знать об этом в комментариях. Водить я люблю, поэтому тема мне интересна. Мы с вами обсудили процесс получения прав, если у вас уже были водительские права, то есть у вас уже был опыт вождения, вы все умели. Но если вам необходимо именно научиться водить, то, скорее всего, вам нужно будет проходить обучение именно в автошколах. Для обучения практики вам необходимо будет оформить специальный ученические права, ученический пермит на вождение. И если я не ошибаюсь, то вы можете обучаться, если вам больше, чем 18 лет, не обязательно в автошколе. Вы можете ездить с другим взрослым, у которого стаж вождения больше 5 лет, и таким образом накатывать часы, а потом уже после этого сдавать экзамен. Я надеюсь, что это видео помогло вам разобраться в этапах и в процессе получения водительских прав в США. И отдельное спасибо я хотела сказать за то, что проявили интерес и написали ваши сообщения в комментариях под предыдущим видео. Если вас волнует еще какой-либо вопрос, то, пожалуйста, обязательно об этом пишите. Спасибо вам огромное за просмотр. До встречи на дорогах и в следующих видео. Всем добра, всем пока.